Всем привет, ребята, вы на моем канале. И сегодня это вторая часть, проверяя рецепты, опять же свои. Ну и что нам понадобится? Опять в виде загустителя у нас будет Теймурова, спрей Теймурова, клеючек и, конечно же, уже зубной пасты, потому что гель и шампунь не стала использовать, потому что как прошлый он будет такой, мылится. И он такой немножечко прорезиненный. Прорезиненный. Он какой-то такой немножко. Вот так вот. Ну что ж, давайте начнем. Ребят, у меня еще есть небольшая теория, что, например, жидкость для снятия лака, она может как бы так, способствовать для загущения. Давайте сначала проверим первый рецепт, а потом второй. Так, сначала просто будут разные загустители. Я не проверяла еще. Второй. Первый с Теймуровой. Это все знают, что получится. Там считаю, что клей с Теймуровой это начинает работать. Зубная паста, клеючек. Дальше, спрей Теймурова. И давайте поехали. Начинаем загущать. Ой, нет, в принципе, быстро загустилось. Я делал маленький слаймик, не надо на большой. А в принципе, так можно большой, то есть на весь тюбик сделать. Нет еще пока что. Так можно зубы почистить. Так, добавляем еще. Еще клей добавлю вот так вот. Добавлю еще спрея. Так, дальше. Замешиваем. Ой, наверное, зубной пастой тоже не вариант. Потому что тут меньше, этих. Зубная паста, я считаю, и клей в любом доме есть. Но спрей Теймурова можно купить в любом супермаркете там. Никак что-то он не хочет загущаться. Я добавлю еще клей и посмотрим, как загустится. Давай сейчас смотрим, может что-то получится. И пока что я начну замешивать за кадром. Может там просто нужно долго помешать. Ребята, вообще-то ничего не получается. Но я думаю, сейчас добавлю, может, жидкость. Может, она подействует. Может, Теймурова не работает зубной пастой. Сейчас добавлю жидкость. Может, получится с жидкостью. Если жидкость работает, то, получается, я нашла новый загуститель. Конечно, воняет безумно. И давайте сейчас попробуем. Может, что-то и получится с этим загустителем. Не, ребят, скорее всего, он не работает зубной пастой. Не знаю, почему-то это не получается. Наверное, скорее всего, не работает зубной пастой. И тогда сейчас, так как у меня с вами, я знаю, что он получился. Так что, если не работает зубной пастой, то я думаю, сейчас попробую гель для бритья, вот эту вот жидкость. И все как в прошлом рецепте, только заменю загуститель. Ну что, ребят, я использую старый рецепт и попробую просто другой загуститель. Если не сработает, я просто добавлю Теймурова.
Я не буду сильно много. Вот так. Капец, опять, короче, то дело, как было в прошлом видео. Так. Вот так вот. Давайте дальше клей добавляем. Вот так вот. Давайте, ну, перемешаем, потом там добавим загуститель. Тут получился у меня такой белоснежный. А, это... Тут, наверное, не получится. Капец, не знаю. Наверное, короче, ничего не получится. Ребят, короче, моя гипотеза, похоже, не подтвердилась. Может, надо добавить клей просто? Короче говоря, не работает моя гипотеза. Хотя, может быть, что-то загущается. Хотя нет, не работает, ребят. Ну, для этого мы и проверяем. Да, сейчас я это сделаю нормально с вами. Вот, другое дело, ребята. Начинает загущаться. И сейчас я проверю еще один рецепт. Будет ли работать, то есть будет ли работать спрей Тейд Мурва вместе с просто клеем. Просто клеем. Клей остался совсем... Капец, ребята. Мне его не осталось. Короче, надо оставить на последний опыт. Потому что у меня маленький тюбик. Я решила, ладно, уж использую сегодня. Так, ладно. Короче, добавим еще спрея. И я думаю, сейчас будем скоро еще один рецепт. Крышечка, стой! В общем, старый рецепт. Я думаю, что, может улучшится, если это... Ну, еще один, как бы, я доказываю, что совершенно не работает то, что вот это вот. То, что кто-то в каком-то видео я слышал, что, типа, она добавила вот эту жидкость сразу, через там быстренько перемешал, потом там обрезано было, и показали то, что, типа, все сработало уже в руках у меня. Ну, он просто заменили. Либо у меня та жидкость для снятия лака. Что-то плохо, она загущается, все это дело. Мне нереально плохо. Ну, может, возьму сейчас в руки, может, что-то получится. Пока. Не, ребят, что-то нифига. Ой, ребята, наверное, сейчас возьму листок, хотя я не планировала, просто у нас вы сделали перестановку тут.
Ребят, что-то нифига. Потому что, наверное, из-за жидкости для снятия лака что-то не получается. Смотрите, что вот это тут. И вот. И вот это. Он безумно липнет к рукам. Или из-за того, что я много добавлю шампуня, мало клея. Сейчас добавлю еще клея. Ну, в принципе, в прошлом видео тоже, наверное, был такой в начале. Я не знаю. Я не помню, ребята, честно говоря. Все, если сейчас это он не загустится, то это все. Это... Нет, все, просто надо было побольше клея. Вот в Тальце там очень дешевый клей, у меня просто далеко магазин от дома, а там это близко, довольно-таки близко. Да, это то, что добавила воды. Ребята, короче, я сейчас за кадром, добавлю чуть-чуть клей, добавлю еще чуть-чуть такую вот, теймуру и посмотрю. Если не получится, то это все из-за жидкости для снятия лака. Ребят, у меня все получилось. Вот, пожалуйста. Просто надо было добавить побольше клея, а второй уже за несколько, так сказать, минут уже начал подзастывать. Так что я сейчас его перемешаю вот сюда. Вот такой большой слаймик. Вот так вот мне нравится делать. Блин, конечно, у меня не получается ручка. Давайте последний раз попробую ручку. Если не получится, тогда уж все, не получится. Не получится, так не получится. Вот так вот. Вот так вот. Просто, наверное, поменьше надо добавлять. Вот так вот, ребят. Наверное, в следующем видео я посмотрю, получится ли из клея и из теймуровой. Так, безумно мне нравится. Потом мы с вами улучшим этот цвет, то что он рвется. Безумно темно-то не тянется. Ребята, он безумно классный. Клей. Нет, тут пахнет шампунем или гелем. Ну что ж, положу сюда вот. И увезу с собой. Ну что, ребята, всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И нажимать на колокольчик. Всем пока.